Внимание! Сейчас я дам тебе готовую формулу, как всего лишь за одно свидание, одну встречу, одну переписку влюбить в себя любую женщину. Придерживаясь этого простого принципа в своей жизни, у тебя проблем с девушками не будет совсем. Буквально каждая будет кайфовать от отношений с тобой, мечтать о следующей встрече, служить тебе и ощущать себя маленькой, слабой девочкой рядом с сильным мужчиной. Начало отношений, как правило, это когда ты еще ни о чем не думаешь. Тебе с ней легко, хорошо, вы наслаждаетесь друг другом. И создается иной раз такое ощущение, что это будет длиться всегда, что вот она твоя судьба, твоя роднулька. Но вот происходит определенный момент, когда ты ощущаешь, как будто вот она немножко ускользает от тебя, отдаляется. Она реже отвечает на сообщения, с задержкой. Да и в принципе как-то не так тепло общается, как в самом начале. Это может произойти в разный период. После первого свидания, после второй встречи, даже после 3 недель отношений, каких-никаких. А бывает даже на этапе переписки, когда вы только познакомились. И здесь у мужчин часто возникает вопрос и лезут в голову мысли. А разве я что-то сделал не так? Что происходит? Ведь ты уже представил, что это та самая судьба. Ты уже распланировал с ней будущее, как вы живете вместе. Вокруг бегают детишки и собака. Что происходит? А дело все в том, что ты проиграл борьбу за доминирование. Ведь большинство мужчин даже не догадываются об этом. А кто знает, о чем я говорю, он ждет эту схватку, но боится и поэтому проигрывает. Сейчас объясню. Дело в том, что в отношениях не бывает равноправия, не бывает равных. Всегда кто-то занимает сильную позицию, а кто-то слабый. Это основа. Так было, есть и будет. Так вот, женщина всегда стремится попасть в эту слабую позицию. Это ее место, это ее предназначение, так заложено инстинктами. Именно на этой позиции у нее включается режим так называемой любви. И она не просто испытывает какую-то симпатию к тебе, как в конкретно-букетный период, а начинает по-настоящему ценить тебя, уважать. Она реально принимает тебя. Но пока все хорошо, пока у вас начальный этап отношений, первое свидание, первая встреча, для девушки не всегда очевидно, насколько ты реально сильный и достоин того, чтобы она сдала тебе эти самые полномочия на власть. Неясно, кто из вас кто. А занять эту слабую позицию просто так, просто потому что ты весь такой добрый, хороший и щедрый, она не может, потому что для нее это не показатель. Хоть ты там яхту ей подари, спаси 1000 котенков бездомных, или ты чемпион мира по боксу. Это не важно. Важно, насколько ты тверд в отношениях с ней. В чем суть борьбы за лидерство? Это не какой-то спарринг, где вы выходите с девушкой на ринг, как многие могли бы подумать. Нет, это не прямой акт какого-то противостояния или агрессии. Женщина действует иначе. Она пытается внушить тебе такую мысль, что либо дальше ты играешь по ее правилам уже, соглашаешься на ее условия, либо у вас все будет хреново и плохо. Например, она обидится, расстроится, затеет ссору, или просто уйдет. Ты ее потеряешь. И вот как раз именно тот мужчина, который и не имеет этих правил, своих принципов и убеждений, как раз таки и ведется на это. Ведь так не хочется потерять роднульку. Давайте посмотрим это на примерах. Первое свидание, встреча, или уже какое-то время встречаетесь. И вроде все хорошо, никто никому не предъявляет никаких претензий, вы наслаждаетесь, кайфуете друг от друга. Борьбы за лидерство пока еще не было. И вот она тебе говорит, что в эти выходные она собирается с подругами пойти в клуб. На твой уточняющий вопрос она подтверждает: да, я частенько туда хожу, мне нравится. Так вот здесь переломный момент. Мужчина, который уже залип и уже представил, что она та самая, он промолчит. То есть ему может быть плохо, ему может не нравиться, что она позволяет себе такого рода досуг. Но он придумает оправдание себе, почему он промолчал. Следовательно, он принял условия девушки, он уже играет по ее правилам. И, кстати, в дальнейшем она всегда будет
этим оперировать в каких-то конфликтных ситуациях, говорить, что, слушай, я тебе говорила в самом начале, что мне это нравится, какие претензии? И она это будет делать справедливо. Ведь он промолчал, значит, дал согласие. Возьмем пример с перепиской. Например, на сайте знакомств вы даже еще не виделись в реальности. И вот у вас идет общение, и вот девушка начинает как-то неуважительно тебе отвечать. Задавать нетактичные вопросы или кидать неуместные шутки, которые ты считаешь оскорбительными. Что, как правило, здесь мужчины делают? Они это проглатывают и продолжают диалог. Ведь в голову закрадываются мысли, что если я сейчас что-то скажу против, то она просто сольется и все. И снова промолчал, стерпел, принял ее условия. А кто же на самом деле нравится женщинам? По-настоящему, реально. На какого мужчину они быстро западают и кайфуют от отношений с ним. Чувствуют себя в безопасности. А это как раз таки тот мужчина, который имеет свои убеждения, свои взгляды на те или иные вещи, имеет твердые принципы. И не просто имеет, а который ими руководствуется, идет до конца. Он всегда готов к действиям, если что-то не совпадает с его правилами. А для этого нужно в них верить, как это ни странно. Сильный мужчина не закатывает доминантные истерики, а потом извиняется. Почему? А потому что чувства и эмоции не являются для него основанием для принятия решений. Он уверенно и спокойно следует своим принципам. Например, свидание, где девушка заявляет, что она любит проводить досуг в ночных клубах с подругами. Здесь ты, если имеешь свои установки и правила и веришь в них, ты уже ведешь себя иначе. Ты имеешь эту способность обозначить девушке то, что тебя это не устраивает. И что самое главное, ты готов в случае ее несогласия с твоими условиями поставить точку и вычеркнуть ее навсегда. Не сожалев об этом, не думая об этом. Потому что это не соответствует твоим убеждениям. То есть, например, можно сказать, что слушай, ты, конечно, классная девушка, в тебе много хорошего, но я не вижу, к сожалению, будущего с девушкой, которая ходит в клубы. В моей картине мира этого просто нет. Все, и смотришь на ее реакцию. Также для тех, кто все-таки опасается и боится какой-то негативной реакции со стороны женщины, можно сделать более умно, более хитро. Не напрямую ей высказывать свою позицию, а через призму своих прошлых отношений. Например, она говорит, я люблю ходить в клубы. Ты говоришь, да, мне это знакомо. Моя бывшая тоже любила ходить в клубы. И я действительно хорошо к ней относился, любил ее. Думал, что смогу принять ее с этим. Но, к сожалению, пришлось уйти от нее, потому что не смог смириться с постоянными походами в эти ночные заведения, ее приходы с утра в нетрезвом состоянии. Все это не для меня. У кого-то может возникнуть вопрос. Ты рассказал ей эту историю про бывшую. И что? Как это может на нее повлиять? Повлияет. Женщина слушает и, так сказать, наматывает на ус. Давайте возьмем пример с перепиской. Буквально недавно ко мне обращался клиент с вопросом, а что же делать? Как вырулить общение в нашу пользу? То есть он скинул мне все скриншоты этой самой переписки на анализ. Я смотрю и вижу, что вначале все идет нормально. Какое-то время. Но потом баланс значимости все-таки немного сместился. И девушка, поскольку была проблемная, начала общаться неуважительно. То есть понятно, что ценить мужчину она стала меньше. И уже не очень держится за это общение. Я посоветовал клиенту написать следующий текст и отправить ей. Слушай, ты хорошая девушка. В тебе определенно что-то есть. Но, к сожалению, я стал замечать, что наш диалог что-то не клеится. Поэтому, думаю, стоит завершить его. Удачи. Что происходит дальше? У девушки в голове диссонанс. Как это так? В смысле удачи? Как это кто-то посмел ее первым слить? Такого никогда в жизни не было. Да, после нашего сообщения пошли сначала фразы такие больше с агрессией, я бы сказал. По типу «ты странный»,
Стоило тратить время на это. Да, не уверенно, да, сдержанно, но она пыталась этот диалог продолжить. То есть, что она делает? По сути, принимает наши правила игры. Делает шаг навстречу. Говорит нам о том, что да, я готова играть по твоим правилам. Могла ли она после этого сообщения удачи просто закончить диалог и просто ничего не отвечать? Да, могла. А должно ли нас как-то это волновать? Нет. У нас есть свои убеждения. И если они не соблюдаются, если нам что-то не нравится, то мы не терпим, а ставим точку и не сожалеем об этом. Нас это не волнует. Давайте подытожим. Борьба за лидерство будет всегда. Да, к ней склонны в основном проблемные девушки. Но давайте будем честны. 99% из нас столкнется именно с такими. И строить отношения будут именно с такими. Понятно, что я советую выбирать наименьшее из зол, как минимум умеренно проблемных, о которых можно управлять, которые способны пребывать в этом режиме любви. Да, рецидивы могут случаться, но они будут крайне редко. Поэтому если ты закроешь на это глаза и наденешь розовые очки, промолчишь, то ты проиграешь, девушка уйдет. Будешь бояться этой борьбы и оправдывать свой страх тем, что она не такая. Она особенная, она умная и востребованная. Проиграешь, она уйдет. Ведь все просто. Либо она принимает твои условия, либо нет. Лишь сильный мужчина, который имеет свои правила, верит в них и способен отстаивать их, для которого свои принципы важнее чувств, способен влиять на женщину и ее эмоции. Здесь женщина кайфует от отношений, любит тебя по-настоящему и чувствует себя как за каменной стеной.